Привет всем! Сегодня я хочу для вас сделать небольшой такой расклад, но он волшебный. Это звездное происхождение. Зачем вы оказались на Земле? Миссия вашей души на этой планете. Давайте посмотрим. Итак, первая карта — дар души. Зачем вы оказались здесь и что вы можете дать этому миру? Вы можете открыть что-то новое для этого мира, вступить в новый портал. Для вас самих сначала откроются двери, а потом вы можете дать этот опыт миру, то есть людям, которые вас окружают. Портал. То есть совершать выбор. Вам нужно научиться совершать выбор. Двери уже открываются. И вас ждет награда. За этой картой вас ждет награда, за этим. То есть вы, если вступите в этот портал, только вступите, выбор сделайте свой. Для чего вы здесь? Для того, чтобы следовать путем своего предназначения, своей души. Куда вас зовет ваша душа, ваше сердце? Как это понять вообще? Это очень тонкое ощущение внутри вас, когда вы понимаете, что мне это нравится, во мне что-то пробуждается, когда я, например, думаю об этом, дело какое-то, да, либо увлечение ваше, что-то, что вам нравится, ваша душа начинает петь. Может быть, она еще и пока не поет, но в вас просыпается. Допустим, вы работаете бухгалтером, к примеру, да, а вас тянет, к примеру, к шитью там, или к вязанию, там, к чему-то, да, вот. Либо мужчины, вы там работаете в сфере IT-технологий, а вас тянет куда-нибудь в музыку. Вот. Куда вас тянет? Совершите этот выбор. Выбор по душе. То есть я сейчас не говорю о том, что вам нужно бросить все и заниматься вот этим делом, которому сердце у вас стучит быстрее. У вас, знаете, азарт внутри просыпается, какое-то вот теплое такое волнение, что вот сейчас я займусь этим делом, к примеру. Это значит ваше. Это значит ваше. Просто развивайте это. Не надо все бросать сразу в огонь и в воду. Все. Нет. Вам нужно просто довериться своему сердцу, куда оно вас ведет. Куда оно вас ведет? Так, вторая карта. Кармическая рана. То, что вы можете исцелить в этом воплощении. Так, это вот так. Это как раз про карму. Вам нужно исцелить то, что мешает вам жить, двигаться в материи, двигаться. Исцелить все кармические узлы. Практикой отпускания, практикой благодарности. То есть вы говорите человеку или ситуации, но в основном ситуация связана с людьми. То есть вы говорите людям: прости меня за то. То есть перечисляете за что? За ваши негативные чувства, потому что вы застряли в этом. У вас есть претензии к маме, к папе, там, к родственникам, к партнерам, к бывшим. У вас есть претензия, и она вас держит. То есть вы сейчас приподнимаете эту завесу, я вам приподнимаю эту завесу. Все, что вам мешает, должно исчезнуть. Вот этой практикой вы разрубите все кармические узлы, все кармические уроки вы как бы пройдете. Сначала просить прощения у человека,
за свои негативные чувства, за претензии, за печаль свою, за злость, там, что вы испытывали к этому человеку, да? Дальше вы благодарите этого человека за любовь, за уроки, да за все. Просто благодарите его за то, что он вам показал, что на ваши болевые точки. В основном люди нам отражают наши болевые точки внутри нас. Что так триггерит-то, почему я не могу двигаться вперед? И вы благодарите этого человека, говорите: я ничего, вернее, ты мне ничего не должен, и я тебе ничего не должен. Я тебя отпускаю, ты мне ничего не должен, я исцелена или исцелен, я спокоен, я счастлив, я счастлива. То есть вот так сказать, и этому человеку отпустите его, просто скажите, что ты свободен, я тебя отпускаю полностью, ты мне ничего не должен, вот так. И вы разрубите все кармические вот эти вот узлы, которые держат вас в путах. Третья карта. Жизненный урок, то, чему должны вы научиться. Вы должны научиться свои мечты воплощать в реальность. Ни много ни мало. Маленькими шажками, но воплощать в реальность. Не в фантазийном мире купаться. Вот я, возможно, сделаю какой-то шаг. Нет, вы берете и конкретно делаете. То есть у вас должно быть от возникновения идей или мысли, который вас тянет, вот вас реально это зажигает, идея какая-то, да, или там мечта, или желание, или цель. У вас от начала этой идеи до воплощения должно пройти мало времени. То есть вы должны начать действовать. Хотя бы маленький шажок, но сегодня я приближусь уже к своей мечте. Что нужно сделать вам для того, чтобы свою мечту, начать осуществлять? То есть первый шажок, маленький пусть он будет, медленно, но идите в сторону своей мечты, ползите в ее сторону, лежите уже в сторону этой мечты, но вам нужно новую землю открыть, то есть воплощать свои идеи, то, что вас греет, то, что у вас сердце вот прям зажигается огнем, вы чувствуете это тепло от того, что если эта мечта, например, осуществится, для чего она вам, вот эта мечта, для чего вам нужно осуществление этой мечты? Для того, чтобы вы были счастливым человеком, понимаете? Это главное. То есть у вас должна быть цель, например, неправильная цель, если вы говорите так: я хочу, например, начать зарабатывать большие деньги, поэтому я пойду, например, куда-нибудь, что сейчас популярно? Не знаю, сейчас эзотерика очень сильно популярна. Я пойду в эзотерику и типа помогать людям, но для того, чтобы зарабатывать деньги. Это неправильная цель. Чтобы стать популярным, это неправильная цель. Ваша цель должна быть помощь людям, помощь самому себе сначала или самой себе, затем воплощение этой цели в жизнь. То есть для чего вам эта цель? Или, например, я иду, куда? Допустим, я иду, например, женщина решила там в 38 лет начать заниматься танцами. И прекрасно. Для чего ей это? Для того, чтобы чувствовать свое тело, для того, чтобы танцевать свою жизнь, для того, чтобы чувствовать себя раскрепощенно, более чувственной, чувствительной, музыка красивая, да, тело ваше двигаться будет по-другому. Я, к примеру, сейчас вам привожу пример. Вот. Для этого, для того, чтобы вы почувствовали внутри себя спокойствие, гармонию и счастье. Вот ваша цель основная. Для чего вы вступаете в отношения? Для того, чтобы быть счастливым. То есть я не конкретно вот этого человека, вот и все, и больше я вообще ничего не рассматриваю. То есть, как сказать,
у вас не должна быть цель номер один, какой-то конкретный, например, человек, ну, например, в отношениях. Нет, вам важно, чтобы к вам проявлялись с любовью, чтобы вы себя чувствовали в отношениях любимым человеком, ну, и любить самому, да, соответственно. Это и касается, я сейчас для всех расклад делаю, поэтому примеряйте на себя, вот, ваши ситуации. Так, вопрос-то какой был? Жизненный урок ваш. Вы должны, как сказать, сейчас, адаптироваться к миру. Мир меняется, каждый день он меняется. Вы должны научиться быть все равно в спокойствии, в гармонии сам с собой. Вот когда со своей душой в гармонии. И открыть свою новую землю. Но новая земля — это новая мечта, то есть пойти по этому пути. Вот вы хотели чего-то очень-очень давно, допустим, мечтали очень давно. Идите туда, идите. Хотя бы маленький шажок, но сегодня уже сделайте. Вот сегодня, прям вот сейчас. Вот сейчас послушайте расклад и сделайте это. И вы увидите, что ваша жизнь начнет меняться. 4-я карта. Препятствие. То, что в данный момент является самым важным вашим испытанием. Вот как. Вы всегда вмешиваетесь в планы Вселенной, вы всегда прогибаете пространство. А прогибать пространство — это значит упираться рогом. Вот меня туда не пускают, но я все равно, туда буду переть танком. А вам, может быть, туда не надо. То есть это, знаете, это из серии, когда очень тяжело, вот в какой-то деятельности, допустим, я вам привожу пример. Человек по профессию одну получил. Есть у него дары и таланты в другом деле. Я, кстати, буду делать расклад по предназначению, именно по работе. Вот, очень интересный будет. Поэтому следите. Итак, он начинает заниматься каким-то другим делом, допустим, хобби, да? Сначала оно прет, а потом оно вот совсем, вот знаете, забуксовало, и вот оно вообще не идет, ну вообще не идет. Но человек все равно через нервы, через слезы, через сжатые зубы, вот это вот все пытается все равно добиться в этом деле чего-то, какого-то выхлопа, какого-то успеха. Вообще, что такое успех? Это вот такая тоже относительная очень тема. На самом деле, к чему вас ведет. То есть и вы упираетесь, и против, получается, планов Вселенной. То есть вам Вселенная закрывает, например, дороги в эту деятельность, к примеру. Либо к этому человеку. Ну, закрываются дороги. Ну нет, значит, вам не надо. Прекратить надо упираться и плыть по течению, а не против. Это вот препятствие, которое вам нужно пройти. То есть понять, что да, вот сейчас у меня препятствие. Сейчас у меня препятствие. Дыхание космоса, слышать. Дыхание космоса. Как бы вам на земной язык-то перевести это? Вы знаете, у вас должна быть и заземленность, фундамент в вас самих, фундамент. Если нет фундамента внутри, то вы можете калашматиться, летать в облаках очень долгое время, там болтаться и ничего не добиться, потому что фундамента нет когда. А у вас должен быть фундамент, заземленность. То есть мы на земле живем, мы проходим уроки здесь, в этой материи, где нам нужно сражаться за свою жизнь, возможно, да, в обстоятельствах каких-то, научиться проходить вот эти уроки, какие-то препятствия бесконечные, кармические вот эти вот задачи. И в то же время слышать дыхание космоса, то есть, но головой в облаках. То есть, понимаете, ноги в земле, в фундаменте, голова там. И вот соединение земли и неба происходит у вас в сердце, вот здесь. К чему ваша душа лежит? Вот прямо сейчас, к чему ваша душа вас зовет? Она уже вас зовет. Обычно предназначение и зов души, он очень тихий. То есть вы можете накладывать какой-то, знаете, допустим,
вы знаете точно, но на подсознании это обычно есть, маленькая такая мысль, что вообще-то мое предназначение вот в этом, допустим. Вы занимаетесь работой, там, какой-то деятельностью, возможно, и вы пытаетесь подружить вот это предназначение ваше внутреннее, которое торкает, вот у вас сердце аж горит к этому, с тем, чем вы занимаетесь, к примеру, там на работе или в деятельности вашей. Оно не подруживается никак. То есть вам нужно сейчас услышать буквально вот этот тонкий, тихий шепот души, куда она вас зовет. То есть это через сердце. Как почувствовать, что это ваше, например, ваш путь, или деятельность, или мечта, что это ваше, когда при мысли об этой мечте, о том, что она воплотится в жизнь, у вас теплеет внутри, у вас есть, знаете, такой момент импульса внутреннего к движению. Я хочу этого добиться, я хочу к этому стремиться. Теплота внутри, да. Но слышание своей души, как еще сказать? Когда вот сердце ведет вас, сердце ваше ведет вас, вы должны это почувствовать. Не разумом пытаться, головой. Так, вот если я пойду вот в это направление, тогда я буду зашибать большие деньги, там, допустим. Это не то, это не та мотивация. Поверьте мне, это не та мотивация. У вас должна мотивация быть совсем в другом. Ваша мотивация в том, чтобы стать счастливым человеком тотально, заниматься своим делом и по своей дороге судьбы идти, в своей обуви идти, не примерять чужие тапки. Вот, что еще хотела сказать. Так, 5-я карта. Зов души, то, к чему призывает ваша душа. Ваша душа сейчас призывает вас возделывать свой сад, слышать эту душу, заботиться о себе, о своем теле, о своем наполнении. Сейчас что вас порадует? На самом деле, что вас сейчас порадует? Вот в этот субботний день. Вы должны к себе относиться бережно, с лаской, с какой-то бережностью, с нежностью, дать себе отдых. Возможно, вы запутались просто, вам нужно действительно отдохнуть. Если хочется поспать, поспите. Потом ваш импульс, он вас приведет к чему-то, да. Но сначала вам нужно честно ответить на вопрос, чего я вот сейчас, вот прямо сейчас, вот я прям желаю, вот прямо сейчас. И позволить себе это. То есть прямо сейчас я позволяю себе, например, приготовить себе вкусный ужин или там чашку кофе вы хотите выпить, да, там, или вкусняшку какую-то. Но я сейчас бытовые какие-то вещи говорю, то есть вы сами смотрите, может быть, какой-то фильм вас вдохновит, или послушать музыку, или поделать медитацию, или поделать физические упражнения, погулять. То есть к чему вас сейчас зовет ваша душа? Возделывать свой сад. Ваш сад, ваш храм – это ваше тело, ваше физическое тело. Вы должны заботиться и о физическом вашем теле. Не ради кого-то, не ради чего-то, а ради себя просто. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо в этом теле. И не в разбитом состоянии. Энергетику свою восстанавливать. Большая часть вот людей, которые вообще ко мне обращаются, это люди, у которых пробои есть в энергии. То есть с энергетикой там, по нулям, либо там совсем маленькое такое. Маленькое количество энергии, которое не дает вообще двигаться. Потому что вы не слышите свои тела вообще, свое сердце не слышите, не умеет человек сердцем идти по своему пути. Вы поймете, знаете, когда вас сердце ведет ваше, вам легко будет на дороге, на вашем пути, на вашем предназначении, на то, к чему вас призывает душа, вам будет легко, все равно легко. Легче, чем если вы будете, сцепив зубы,
продираться сквозь обстоятельства, препятствия и так далее. То есть если оно не идет у вас, например, вы задумали, у вас есть мечта определенная, да? Да, она вас вдохновляет, да, но в материи она никак не воплощается. Значит, это, возможно, не ваше. Возможно, ваше истинное. Оно очень тихо будет говорить вам, куда вам двигаться. И когда вы вступите на эту дорогу, вам будет легче и легче и легче, легко идти. Да, будут все равно препятствия. Точка препятствия, точка роста. Вот когда человек совершает квантовый скачок в своем сознании. То есть это через трансформацию обычно идет. Например, человек жил по одному паттерну поведения, а потом вступил вот на эту новую дорогу для себя. Ну, для него это новая дорога судьбы. Например, человек завершил старые отношения, работу. Возможно, сейчас вы раздумаете вообще, а куда мне применить свои способности, к чему вообще меня зовет-то моя душа. Вам нужно чутко слушать себя, а для того, чтобы слушать себя, вам нужно позволить себе вот сегодня, прямо сейчас, то, что вы хотите на самом деле, вот прямо сейчас, к чему вас ваша душа зовет, и вы обязательно придете к своему предназначению. За личными консультациями обращайтесь ко мне по номеру телефона, там есть ссылочка на мой телеграм-канал. Вот. Также все мои расклады являются трансформационными, и они работают только на подписчиков. Поэтому от вас обязательно лайк, подписка, либо комментарий. Это будет ваша благодарность мне. Вот. Поэтому я вам желаю нового пути, открытия в вас этих даров, исследования по своему новому пути прямо сейчас.